Добрый день, дорогие подписчики и все, кто смотрит этот канал. С вами юрист Валерий Табаков, и сегодня я публикую очень важный, можно сказать, документально такой политический материал, который не содержит никаких купюр, не сокращен, и это мое личное профессиональное видение дела Вячеслава Зинченко. Дело, которое, на мой взгляд, далеко вышло за рамки простого уголовного процесса. Дело, которое стало фактически инструментом национальной мести и публичного унижения. Прошу вас досмотреть до конца и распространить это видео максимально широко. От этого может зависеть судьба невиновного 18-летнего парня. В современном украинском обществе, где языковые и национальные идентичности остаются источником глубоких разломов, дело Вячеслава Зинченко выходит за рамки простого уголовного процесса. Оно символизирует более широкую проблему – использование судебной системы для сведения счетов с теми, кто воспринимается как чужой в контексте доминирующего националистического нарратива. Согласно выдвинутой гипотезе, смысл этого процесса не столько установление истины, сколько публичное унижение молодого человека, чьи корни связаны с русскоязычной средой, на фоне власти львовских элит, пропитанных идеями радикального национализма. Зинченко с его юношеским чувством собственного достоинства отказывается играть по правилам этой игры, что только усиливает давление на него. Давайте разберем шаг за шагом, опираясь на контекст дела и более широкие социальные тенденции. Разберем все то, что происходит сейчас в суде в городе Львов. Вячеслав Зинченко, 18-летний житель Днепра, был арестован 25 июля 2024 года по подозрению в убийстве Ирины Фарион, известной языковедки и бывшего депутата Верховной Рады, которая прославилась своими радикальными взглядами на украинский язык и борьбу с русским миром. Фарион была застрелена во Львове 19 июля 2024 года, и следствие быстро указало на Зинченко как на главного подозреваемого. Однако, как отмечается в материалах дела, прямых улик нет. Нет оружия преступления, нет видеозаписей момента выстрела, нет однозначных свидетелей, видевших его на месте. Обвинение строится на совокупности косвенных доказательств, которые сами по себе противоречивы. Например, в телефоне Зинченко нашли скриншоты улиц Львова, фото оружия и мемы, связанные с убийством. Но это можно интерпретировать как интерес подростка к криминальным историям или даже как подброшенные данные. Прокуроры, ссылаясь на разговор Зинченко с сокамерником, где он якобы признался в преступлении, однако сам обвиняемый утверждает, что это было вырвано из контекста под давлением. Суд во Львове неоднократно продлевал арест Зинченко без права на залог, несмотря на апелляции адвокатов. В июне 2025 года арест продлили до августа. В ноябре еще на 2 месяца.
Это создает впечатление, что процесс затягивается намеренно, чтобы сломить волю молодого человека, а не для тщательного расследования. Противоречия в доказательствах очевидны. Один из свидетелей описывал стрелка как человека на стульчике, что не совпадает с внешностью Зинченко. Экспертизы ДНК, адерологическая, баллистика остаются под вопросом. Тем не менее, прокуроры настаивают на мотиве национальной нетерпимости, подразумевая, что Зинченко, как сын русскоязычных родителей, мстил Фарион за ее антирусские заявления. Здесь и проявляется ключевая предвзятость. Во Львове, историческом центре украинского национализма, где Фарион была иконой, суд может легко склониться к обвинительному уклону даже без твердых фактов. Львов не просто город, где происходит суд, а символ украинского национализма, где идеи Степана Бандеры и борьба за чистый украинский язык имеют глубокие корни. Местные элиты, включая судей и прокуроров, часто ассоциируются с националистическими кругами, что создает почву для предвзятого правосудия. Зинченко, происходящий из центра Украины, город Днепр, где русскоязычное население преобладает, автоматически попадает в категорию подозрительных. Его родители русскоязычные, и это подчеркивается в процессе. Адвокат Немировский даже общался с матерью Зинченко по-русски в зале суда, что вызвало скандал среди националистов. В контексте войны с Россией такая предвзятость усиливается. Любой, связанный с русским языком, рискует быть обвиненным в предательстве. Фарион сама была известна призывами к геноциду русскоязычных, избиению детей за русский язык и ликвидации части граждан Украины. Но это трактовалось как выполнение общественного долга. В то же время Зинченко обвиняют в национальной нетерпимости за якобы имевшиеся мотивы. Это двойной стандарт. Национализм одной стороны оправдывается, а реакция на него криминализируется. Пожизненное заключение, которое грозит Зинченко, выглядит как демонстративное наказание, чтобы запугать других русскоязычных украинцев, показав, что в новой Украине нет места для чужих. Интересно, что сам Зинченко проявлял интерес к украинскому национализму. Он читал книги Бандеры, заказывал футболки с его изображением и обсуждал это с отцом. Это противоречит образу врага, но игнорируется обвинением, которое предпочитает видеть в нем агента русского мира. Такие детали подчеркивают, что дело может быть политизировано, где националистическая власть использует суд для укрепления своей идеологии. Вячеслав Зинченко – типичный молодой человек, упрямый, с сильным чувством самоуважения, не желающий ломаться под прессингом. Он неоднократно заявлял о давлении на него в СИЗО, отказывался признавать вину и даже в суде отвечал журналистам,
выйду на свободу и налево и направо буду все рассказывать. Это не поза героя, а естественная реакция юноши, который чувствует несправедливость. Он не склоняет голову, он не просит пощады, что раздражает обвинителей, и дочь Фарион Софию, которая требует его изоляции от общества. Его стойкость усиливает унизительный аспект процесса. Публичное заседание, где его выставляют монстром, продлеваемый арест без альтернативы, давление через СМИ – это напоминает классические тактики авторитарных режимов – сломать дух через бюрократию и публичное поношение. Зинченко не унижается, потому что видит в этом потерю себя. Для молодого поколения достоинство – это не абстракция, а основа идентичности. И это дело не изолированный инцидент, а симптом глубокого раскола в Украине. С 2014 года, а особенно после 2022, кампании по дерусификации усилились. Законы о языке, преследование русскоязычных, культивирование ненависти. Во Львове, где националисты доминируют, русскоязычные часто чувствуют себя второсортными гражданами. Суд над Зинченко может служить предупреждением. Не сопротивляйся, или будешь уничтожен. Однако такая политика контрпродуктивна. Она отталкивает центр, восток и юг Украины, где миллионы говорят по-русски. И это усиливает внутренние конфликты. Если Зинченко осудят на пожизненное на основе слабых, косвенных, противоречивых улик, это подорвет доверие к правосудию, показав, что суд – это инструмент националистической мести, а не справедливости. В итоге процесс над Зинченко – это не только о убийстве, а о борьбе за идентичность. Его унижение через суд подчеркивает, как власть может использовать закон для подавления иных. Зинченко, отказываясь склониться, становится символом сопротивления, напоминанием, что достоинство не сломать даже пожизненным приговором. Если общество не увидит в этом проблему, раскол только углубится, превращая Украину в поле битвы идеологий, а не в единую страну. Вот такой вот, друзья, полный и честный разбор дела Зинченко. От меня, юриста Валерия Табакова. Если вы считаете, что это важно, ставьте лайк, пишите комментарий, делайте репост. Каждый ваш просмотр и каждое ваше распространение – это шаг к тому, чтобы правда дошла до как можно большего числа людей. Подписывайтесь, включайте колокольчик. Я продолжу освещать это дело до самого конца, каким бы он ни был. Спасибо, что вы со мной. Берегите себя.